Всем добрый день, меня зовут Лариса, и я очень рада приветствовать вас на своем YouTube-канале «Вяжите вместе со мной». Сегодня вязать мы с вами будем вот такие детские носочки. Носочки с ажурной вот такой полосочкой сверху. Вот так вот она выглядит. Вяжется очень легко и просто. Мы с вами будем вязать носочки, начиная сверху. Затем будем вывязывать пятку и одновременно вывязывать вот эту вот ажурную полосочку. Носочки рассчитаны на ребенка примерно от 2 до 3 лет. Вязать я носочки буду вот из остатков пряжи. У меня осталась пряжа Alize Кашмира. Это 100% шерсть. Один носочек я уже связала, и сейчас мы с вами вместе будем вязать второй носочек. Итак, что же нам нужно для вязания? Ну, во-первых, это пряжа. Подбираете любую пряжу. Затем нам нужны спицы. Я буду вязать носочки на круговых спицах. Размер спиц у меня 3 миллиметра. Конечно, нам нужны будут ножницы, иголочка, чтобы потом спрятать наши кончики. Ну что, приступаем вязать. Итак, берем спицы, берем пряжу и набираем на спицы 37 петель. Так как я вяжу на круговых спицах, то одна петелька у нас будет для замыкания петель в круг. Итак, обычным для вас способом, каким вы только умеете, набираете на спицы 37 петель. 2, 3, 4, 5. Итак, я набрала 37 петель. Теперь одну спицу вытягиваем. Затем вытягиваем с одной стороны леску и с правой стороны тоже вытягиваем леску. Вот у нас с вами вот получился вот такой круг. Теперь соединяем наше вязание. Соединять будем таким образом. Перекидываем петельку с левой спицы на правую и ее продеваем сквозь петельку, которая у нас на правой спице. И снимаем. Затем немножко ниточки вот так подтяните, чтобы у нас здесь не было промежутка. И начинаем вывязывать резинку 1 на 1. Первая петелька лицевая, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, и таким образом вяжете до конца ряда. Так, довязали мы с вами вот до того места, где мы вытянули леску. Леску вот так, спицу протяните, леску вытяните с правой стороны и продолжаете дальше вязать резиночку. Мы здесь остановились с вами на изнаночной петельке. Дальше вяжем лицевую, 5 изнаночная, лицевая и так далее. Затем опять леску так вот вытягиваем, спицу так протолкнули, левую, правую вытягиваем и дальше продолжаем вязать. Мы опять здесь остановились с вами на изнаночной, затем идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, первый ряд нашего
рисунка нашей резинки готов. Теперь у нас уже здесь видно, что дальше идет у нас лицевая. Теперь уже дальше продолжаем вязать резиночку по рисунку. И продолжаете дальше вязать. Значит, посмотрите, здесь у меня на носочках резиночка невысокая. Значит, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов у меня составляет резинка. Вы посмотрите, если вы хотите выше резиночку, значит вяжите больше рядов. Если хотите так, как у меня, то значит вяжите 12 рядов этой резиночки. Итак, я провязала 12 рядов резинки. Теперь нам с вами нужно разделить все наши петельки пополам. То есть получится у нас 18 петелек на первой спице и 18 на второй. Теперь мы с вами будем вязать одновременно переднюю часть носочка и заднюю. Но рисунок у нас с вами будет отличаться. На передней части носочка мы с вами будем вывязывать вот этот ажурный рисунок, а задняя часть носочка будет вязаться только лицевыми петлями. Итак, каким образом мы с вами начнем? Приготовьте, пожалуйста, 2 маркера. Итак, начинаем распределять петли на передней части нашего носочка. Значит, первые 7 петель мы с вами вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поставьте, пожалуйста, здесь маркер, чтобы отделить. Затем 4 петельки вяжем лицевыми. Здесь у нас будет с вами на этих 4 петелях формироваться ажурная косичка. Вот это ажурный рисуночек. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые петельки. И поставьте маркер. Следующие 7 петелек вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы с вами распределили петли на передней части носочка. Разворачиваем вязание. Теперь мы с вами находимся на задней стороне носочка. Здесь мы все петельки будем провязывать лицевыми. 18 петелек у нас с вами здесь. И вяжем ряд до конца лицевыми петельками. Итак, первый ряд по кругу мы с вами провязали. Теперь мы находимся опять на лицевой стороне, на передней стороне нашего носочка. Следующий ряд, это у нас будет второй, и еще разочек третий. Вяжем по рисунку, то есть так, как у нас петельки стоят, как они на нас смотрят, так мы и вяжем. То есть вот если посмотреть на наш носочек, вот мы с вами сейчас будем вязать 1, 2, 3, вот 3 рядочка, так как петельки у нас здесь смотрят до того места, когда будем начинать с вами делать накиды. Итак, провязывайте в круговую еще разок 2 ряда. То есть начинаем вязать с изнаночных петелек. И затем по рисунку смотрим, как они у нас идут. Изнаночные, затем доходим до маркера, 4 лицевых, изнаночные. На задней стороне носочка 18 петелек лицевыми. И еще разок. То есть всего у нас с вами будет 3 рядочка. Итак, мы теперь с вами начинаем вязать 4-й ряд. А в 4-м ряду мы с вами будем делать накиды там, где у нас вот эти 4 лицевые петельки на верхней стороне носочка. Итак, начинаем вязать сначала 7 петель изнаночные. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Перекидываем маркер, делаем накид. Теперь снимаем на правую спицу первые 2 лицевые петельки, затем их разворачиваем и эти петельки провязываем 2 вместе лицевой. Мы с вами развернули эти 2 лицевые петельки для того, чтобы, когда мы с вами вяжем 2 вместе лицевые, наклон был вот этой петельки влево. А следующая 3-я, 4-я петелька, мы их провязываем вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Вот у нас с вами вот такая елочка будет получаться. После того, как провязали эти 2 петельки, делаем накид, перекидываем маркер и затем вяжем оставшиеся 7 петель изнаночными. Вот таким образом мы с вами провязали рисунок на лицевой стороне носочка. Затем разворачиваем вязание. На задней стороне носочка мы с вами никаких рисунков не делаем, а всегда вяжем все петли лицевые. Доходим до конца ряда. Разворачиваем вязание. Теперь мы с вами опять на передней стороне носочка. Здесь вяжем по рисунку. Значит, первые 7 петелек у нас с вами изнаночные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекидываем маркер. Накид провязываем лицевой петелькой. И дальше у нас опять идут все петельки лицевые. То есть между 2 маркерами мы продолжаем вязать лицевые петельки. И вот таким образом продолжаете вязать вверх рисунок. То есть 3 ряда здесь вяжете, там где у нас 4 лицевые петельки, вяжете лицевые петельки. И в 4-м ряду, каждый 4-й ряд делаем накид. Вот если посмотреть на наш носочек, еще разочек, вот смотрите, 3 ряда у нас здесь лицевые петельки, затем накид. Опять 3 ряда мы вяжем без накида, затем накид. И вот таким образом вяжете вверх. Мы вот один накид с вами сделали. 1, 2, 3, 4. 4 накида, чтобы у вас здесь на передней части получилось. Значит, один накид мы сделали. Еще разочек 3 накида делаем. И затем мы с вами будем вывязывать пяточку. И вот я сейчас подхожу к моменту, когда буду делать 4-й накид. У меня вот 3 накида сделаны. Я сейчас нахожусь на начале ряда. Вот у меня этот хвостик. Здесь у меня начинается ряд. Итак, я провязываю 7 петелек изнаночными. Подхожу к маркеру, перекидываю маркер, делаю накид, снимаю 2 петельки лицевые, разворачиваю и провязываю их с наклоном влево за заднюю стенку. Затем 3-ю и 4-ю лицевую петельку провязываю 2 вместе за переднюю стенку с наклоном вправо и делаю накид. Перекидываю маркер и провязываю оставшиеся 7 петель изнаночными. Теперь мы с вами вот эту переднюю часть носочка пока оставим. Вязать здесь не будем, а приступим к вывязыванию пятки. Будем вязать с вами только вот на задней стороне носочка.
в вязании у нас будут участвовать вот эти вот 18 петелек. Значит, сейчас мы вяжем поворотными рядами, то есть на правой стороне лицевыми, на левой изнаночными. Вяжем вверх 12 рядов. Вот первый ряд я вам сейчас покажу. Значит, первый ряд на лицевой стороне вяжем лицевыми петельками. Затем разворачиваем вязание и на изнаночной стороне вяжем изнаночными петельками. Мы с вами сейчас вяжем высоту пятки. Доходим до конца ряда. Снова разворачиваем вязание и вяжем теперь лицевыми петельками. Итак, нам нужно с вами связать высоту 12 рядов. 2 ряда мы с вами уже связали. Значит, вам еще нужно связать 10 рядов. И затем мы с вами будем формировать пятку. Итак, я связала высоту пяточки 12 рядов. Если вот так мы с вами посмотрим на кромочные петельки, у нас после вязания высоты пяточки здесь должны получиться вот такие вот косички из кромочных. Вот этих косичек у нас будет 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь мы с вами приступим формировать пяточку. А так как у нас с вами здесь вот 18 петель, мы это расстояние разделим на 3, и у нас получится по 6 петель в каждой части. Провязываем первые 6 петелек лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6. Это первая часть у нас. Затем средняя часть пяточки тоже состоит из 6 петелек. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 петелек провязываем. Затем 6-ю петельку и 7-ю провязываем 2 вместе лицевой. Разворачиваем вязание. На обратной стороне вяжем первую петельку, снимаем, остальные вяжем изнаночными. Провязываем также 5 петелек, а 6-ю и 7-ю провязываем вместе изнаночной. Значит, у нас здесь 2, 3 петельки, 4, 5. Затем 6-ю и 7-ю провязываем вместе изнаночной. Разворачиваем вязание. Теперь мы с вами будем вязать только вот эти 6 центральных петелек и одновременно в конце каждого ряда будем захватывать по одной петельке вот с этих вот частей, с первой и с третьей части. Итак, провязываем, первую снимаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я и следующая петелька, 7-я, провязываем вместе лицевой. Разворачиваем вязание. На изнаночной стороне вяжем изнаночными. Опять 5 петелек провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 6-ю и 7-ю провязываем 2 вместе. С изнаночной стороны провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Вот видите, у нас уже здесь вот появляются вот эти вот расстояния. Теперь мы уже можем не считать, а просто когда вот до них доходим, и уже одну петельку с каждой части можно забирать. Итак, провязываем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 6-ю и 7-ю провязываем 2 вместе лицевой.
Разворачиваем вязание. И вот таким образом вы продолжаете вязать, формируете пяточку, вяжете до тех пор, пока у вас вот не останутся только вот эти вот 6 петелек, которые находятся посередине. У меня на спицах осталось 6 петелек. Вот такая пяточка у меня уже получилась. Теперь мы с вами будем вязать, продолжать вязать носочек по кругу. Значит, провязываем первые вот эти 6 петелек лицевыми. Подходим к краю нашей пяточки вот здесь. Здесь нам нужно с вами поднять 6 петелек. Поднимать мы будем их таким образом. Из косичек, вот из этих, будем сквозь косички вот так вот 2 петельки будем поднимать и протягивать петельку. Нам нужно набрать с вами 6 петелек. Итак, вот первые 2 петельки поднимаем, провязываем под ними. Раз, следующие 2. Вот видите, вот так вот, как 2 ниточки образуют косичку. 3, 4, 4, так, 5, 5. И вот здесь вот между спицами еще одна 6-я петелька. Вот 6 петелек мы подняли. Теперь на верхней, вернее, стороне носочка мы с вами продолжаем вязать по рисунку. Здесь у нас с вами идут дальше 7 петелек изнаночными. Провязываем изнаночные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекидываем маркер. Здесь мы с вами закончили на том месте, когда сделали накид. Накиды провязываем лицевыми. Дальше у нас идут лицевые петельки. То есть здесь вот на верхней стороне носочка мы с вами всегда будем продолжать вязать по рисунку. Как вот мы с вами рисунок вязали, так и продолжаем его вязать. Дальше у нас идут изнаночные петельки. 7 изнаночных. Так, дошли мы с вами до пяточки. Поднимаем опять вот из этих кромочных петелек 6 петель. Вот они, 2 петельки идут у нас кромочные. Мы под них спицу продеваем и поднимаем петельку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, петельки мы с вами подняли. И теперь дальше продолжаем вязать по кругу. Значит, на задней стороне на подошве у нас с вами все петельки будут лицевые. Так, здесь мы с вами все петельки подняли. У нас теперь получается таким образом распределение петелек, как и было, 18 на задней стороне носочка и 18 на передней стороне. И вот таким образом продолжаете вязать носочек, высоту, то есть длину носочка продолжаете вязать, ту, которую вам нужно. Значит, я посчитала, что здесь у меня вот до пятки 1, 2, 3, 4 накида сделано. Дальше после пяточки, значит, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть 7 и 4 всего у меня вот здесь вот
11 накидов я сделаю. Вот такая у меня будет длина носочка. Вы посмотрите, какая длина вас устраивает, такую и вяжете. Вы можете здесь меньше накидов сделать по рисунку, если вам кажется, что высота носочка очень высокая, или здесь уменьшить. Но ориентируйтесь по накидам, чтобы не нарушить вам рисунок. И вот я связала полную длину носочка, которую я планировала. Сделала 11 раз накиды. Вот здесь у меня вот 11 отверстий получилось. А в прошедшем ряду я сделала, в последнем ряду вот здесь я сделала последний 11 раз накид. И теперь я буду вязать по кругу только лицевыми петлями. Вот я дошла до передней части носочка, там где у нас изнаночные начинаются, и теперь я по кругу один ряд свяжу только лицевыми петлями. Маркеры нам уже теперь не нужны, мы их с вами можем убрать. Вот, убираем маркеры, накиды провязываем лицевыми, здесь тоже все петельки у нас по центру идут лицевые. Накид убираем, изнаночные петельки провязываем лицевыми. И вот таким образом довязываем до конца ряд. Затем разворачиваем вязание. Так, здесь у нас на подошве тоже идут лицевые петли. Тоже провязываем вот этот ряд до конца лицевыми. Разворачиваем вязание. Теперь мы с вами находимся на верхней стороне нашего носочка и приступаем к убавлению. Будем формировать мысок носочка и убавлять с двух сторон петельки в каждом ряду. Первую петельку провязываем лицевой, затем вторую и третью петельку сначала снимаем, разворачиваем и провязываем эти две петельки за заднюю стенку лицевой петлей, чтобы у нас с вами наклон вот этих петелек был влево. И затем вяжем до конца ряда только лицевыми петлями. Доходим до того момента, когда у нас на спице останется 3 петельки, и будем убавлять с другой стороны. Итак, вот я дошла до конца ряда, вот у меня осталось 3 петли. Я вторую и третью петельку провязываю вместе за переднюю стенку лицевой петлей. И последнюю петлю провязываю просто лицевой. Разворачиваем вязание. На подошве мы с вами убавляем таким же образом, как и спереди убавляли. Первую петельку провязываем лицевой, а вторую и третью снимаем, разворачиваем и провязываем эти две петельки вместе лицевой за заднюю стенку. Затем продолжаем вязать до конца ряда лицевыми петлями, пока у нас с вами не останется 3 петельки. Так, вот я довязала, у меня осталось 3 петли. Вторую и третью петельку провязываем вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. И последнюю петельку провязываем лицевой. Развернули вязание и продолжаем вязать так же, как и первый ряд. Первую петельку снимаем, вторую и третью вяжем 2 вместе лицевой. Здесь уже можно не разворачивать петельки, они будут смотреть так, как нам надо. Затем вяжем до конца ряд, пока у нас не останется 3 петельки. Так, вот вторую и третью петельку провязываем вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. И последнюю петельку провязываем лицевой. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать так же, как и первый ряд,
убавляя с двух сторон. И вот таким образом вяжете по кругу, убавляете с каждой стороны по одной петельке до тех пор, пока у вас на спицах не останется 4 петли. Вот я закончила убавлять. У меня на спицах осталось 4 петельки. Теперь мы с вами берем ножницы, отрезаем ниточку сантиметров 10-15. Берем иголочку, одеваем нитку и снимаем 4 петельки на иголку. Вот с первой стороны, с одной спицы. И со второй. Все, петельки затягиваем. Здесь вот, конечно, носочек очень маленький, узенький. Очень сложно туда просунуть руку. Так, вот я теперь могу петельки вот эти вот так вот закрепить иголочкой. Теперь иголочку продеваем внутрь и с изнаночной стороны ее вытаскиваем. Здесь вот тоже закрепляем. Делаем узелочек, прячем кончик ниточки. Можно вот так вот по этому вот краю рисунка спрятать. Так, отрезаем. Нам осталось с вами спрятать еще кончик вот этой вот ниточки. И наш носочек будет готов. И вот такие носочки у нас с вами получились. Носочки на малыша с ажурной вставкой, с такой вот красивой ажурной полосочкой. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите, пожалуйста, комментарии. Я всегда рада, когда вы мне пишете. Вяжите вместе со мной, вяжите по моим мастер-классам. До новых встреч!